Представьте восторг ваших близких, когда на праздничном столе появится не просто блюдо, а настоящий шедевр. Он выглядит как изысканный дорогой десерт из кондитерской, но на самом деле оказывается очень вкусной и необычной закуской из селедки. Список всех продуктов вы найдете в описании под этим видео. Беру пачку обычного желатина без вкуса весом 25 грамм и заливаю 50 граммами воды комнатной температуры. Пусть он набухает. Дальше нам понадобится черный хлеб. Подойдет абсолютно любой любимый сорт, но я заметила, что лучше всего работает хлеб с легкой кислинкой или тот же бородинский с семенами кориандра. Кстати, про выбор хлеба. Обратите внимание, при покупке он не должен быть слишком влажным или мягкий. Нарезаем его на крупные куски и отправляем в блендер. Нужно превратить его в мелкую крошку. Теперь беру сливочное масло и растапливаю в микроволновке. Нам нужно просто жидкое состояние. Заливаем его в миску к хлебной крошке. Здесь есть важный нюанс. Хлеб бывает разным. Если чувствуете, что масса не слипается в комок, когда выжимаете ее в ладони, можно добавить еще капельку масла. Или воспользоваться моим секретом – добавить немного разведенного желатина прямо в хлеб. Это даст стопроцентную гарантию, что нижний слой не рассыпется, когда будете нарезать торт в тонкие сегменты. Дальше беру разъемную форму диаметром 18-19 см. Скрепляю ее скобками, чтобы не расходилась, и высыпаю туда измельченный хлеб с добавкой. Утрамбовываю стаканом, уплотняю, чтобы хорошо скрепить хлеб, и ставлю в холодильник прямо вот так. Пока хлебная масса ждет своего часа, переходим к овощам. Заранее отварила 2 средние картошки в мундире. Так он сохраняет весь свой крахмал и вкус, не становится водянистым. Очень важно дать ему полностью остыть. Желательно даже подержать в холодильнике пару часов перед тем, как тереть. Холодный картофель натирается аккуратнее. Натираем его на крупной терке. Следом идет морковь. С ней та же история. Хорошо охлажденная, она ведет себя идеально. Представьте, как красиво будет смотреться ярко-оранжевый слой рядом с зеленью и селедкой. Раз мы заговорили про красоту, в этом рецепте я покажу, как можно необычно украсить торт. Для этого отделяем белки отварных яиц от желтков. Желтки пока откладываем в мисочку и разминаем вилкой, а белки натираем в общую массу. Теперь про зелень. Берем укроп и зеленый лук. Укроп – это про свежесть и аромат, а лук дает остроту и пикантность. Нарезаю зелень и добавляю к овощам. Перемешиваю. Теперь подготовим селедку. В этом видео покажу вам еще и как ее разделывать. Если у вас уже есть готовое филе, то это быстрее. Удаляю голову у селедки, внутренности, убираю хвост. По спинке делаю надрез вдоль всей рыбы и снимаю шкуру. Разделяю на филе, удаляю хребет и реберные кости. Нарезаем филе кубиком. Пока я режу, хочу напомнить, в заставках к видео и в описании оставила ссылки на другие подборки закусок из селедки. Сразу несколько вариантов в одном видео. Соединяем рыбу с овощами. Добавляю соль и черный перец. С солью будьте аккуратны, всегда пробуйте саму рыбу перед тем, как солить всю массу. Все перемешиваю. Вернемся к нашему желатину. Он застыл. Я ставлю его в микроволновку на 30 секунд. Буквально, не больше. Он становится редким, но не должен закипеть. Можете поставить на 10 секунд, потом, если не растаял, еще на 10 и так далее. И в перерывах мешайте. Если желатин перекипит, то может потерять свои свойства. Теперь берем сметану и сливочный сыр. Сыр лучше брать классический, без добавок, чтобы не перебить вкус рыбы. Сметана и сливочный сыр комнатной температуры.
Чтобы выровнять температуру, сначала добавляю пару ложек сметаны в миску с желатином, перемешиваю, а потом уже выливаю эту смесь в основную массу. Если все же комочки появились, блендер все исправит, что я и сделала. Теперь соединяем сливочную массу с овощами и рыбой. Тщательно перемешиваем. Достаем нашу основу из хлеба из холодильника. Выкладываем на нее нашу начинку. Разравниваем лопаткой. Отправляем торт в холодильник. Как проверить, застыл ли он? Просто коснитесь пальцем. Поверхность должна пружинить, быть плотной и совсем не липкой. Когда наш закусочный торт застыл, аккуратно снимаем форму. Можно слегка провести ножом вдоль стенки. Смотрите, как четко видны слои. Темная основа из хлеба и нежная светлая начинка с вкраплениями зелени и моркови. Теперь украшение. По краю я выкладываю веточки укропа, а в середину веточки насыпаю желток. Получается солнечная картина, напоминающая ветку мимозы. Отрезаю кусочек. Торт не разваливается, не течет, держит форму просто идеально. Его можно нарезать очень тонкими, почти прозрачными ломтиками. Это необычно, вкусно и совсем не тот рецепт, который всем надоел. Такая закуска никого не оставит равнодушным. Надеюсь, этот закусочный торт станет частым гостем на вашем столе. Хоть на праздник, хоть на каждый день. Приятного аппетита!